тебе YouTube что-нибудь написал на экране о том, что мы уже в эфире? Меня слышно? Ну, я тебя точно слышу, надеюсь, нас слышат и И я тебя. другие люди. О, вижу, у нас есть зрители, мы здесь не одни. Так, значит, Круто. нужно... Так, уже пошли комментарии. Андрей, советую тебе не смотреть в чат, ты будешь отвлекаться. Итак, друзья мои дорогие, гости, я очень рада, что в этот субботний вечер, ну или день, утро, ночь, не знаю, что там у вас, вы решили присоединиться к нашему разговору, зайти ко мне в гости, потому что сегодня у меня интервью с уникальным просто человеком, с неповторимой личностью, персоной, Андреем Погодским. Тут должны быть аплодисменты. Мне нужно найти вставку специальную такую для гостей. Кстати, пока мы тут будем начинать и знакомиться, пишите, друзья, сколько у вас сейчас времени и откуда вы нас смотрите. Это я обращаюсь к тем, кто смотрит сейчас. Прямо не запись, а живое исполнение. У меня сейчас 6 часов, 6:03. И я смотрю и вещаю из Венгрии. Андрей, а у тебя сколько? 1:30, и у меня в Бостоне. Да. Бостоне. В По-американски. Бостоне. Да. Ага, тут нам пишут. Тоже нас смотрят из США, и там сейчас 10 утра. Доброе утро. Слушай, Андрей, у меня такое ощущение, что там такая команда поддержки к тебе пришла. Да. Вот ты Несколько друзей посмотри. пригласил. Ага, вижу. Ну, ребята, Спасибо, здорово. Так, ну что же, давайте познакомимся. Я-то Андрея знаю уже не первый день. Андрей, расскажи немножко о себе. Всем привет, меня зовут Андрей и Эндрю на английском. Эндрю на английском, скорее. Я из Бостона и живу здесь. Мне 28 лет. Сегодня только что буквально мы вспоминали, Да. сколько Андрею лет. Да? Исполнилось мне несколько недель назад, раз-два. И что еще? Я женат, я изучаю русский язык, читаю, мечтаю, живу. Да. Круто. И вот как раз-таки о той части твоей жизни, которая связана с русским языком, я и хотела бы с тобой поговорить. Почему я пригласила тебя в гости и почему я тебя хочу всем показать? Ну, во-первых, конечно, потому что ты невероятный молодец. Спасибо. Вот, друзья, оцените, да, какой русский язык. И мы сейчас с вами узнаем вообще, сколько времени учит Эндрю язык, и вы обалдеете. Но еще потому, что твой подход к изучению русского языка мне очень импонирует. Он, с одной стороны, очень вдохновляет, а с другой стороны, очень отрезвляет. Вот сколько лет ты изучаешь русский язык? 2 года. 2 года, сказал нам Эндрю. Друзья, переварите эту информацию. 2 года. И на секундочку вам раскрою секрет. Мы сейчас с Эндрю начали готовиться к экзамену C1, к сдаче экзамена на уровень C1. Да. 2 года. Сдам ли я? Это это уже уже другой другой вопрос. вопрос, да. Не надо так глубоко, Андрей, не надо, подожди. Да. Вот. Сколько лет? 2 года. А сколько часов ты занимаешься русским языком примерно в день? Я уже, только последние 2 недели начал отслеживать свое время. И, поражаюсь, что больше часов 5 в день. И удивлен я был. Я тоже. Когда я увидела эту таблицу,
этого расписания, да, мы можем сказать. Мгм. И там были дни, когда ты занимался языком 8 часов даже, Ну, и это 7,5. был эксперимент, Да, скажем ну так. и у тебя потом болела голова. Да. Вот. Но, в общем, эта часть, она, мне кажется, отрезвляет, потому что она дает понять, что, да, вы можете изучать язык немного лет, и это очень такая эффектная информация, если вы скажете: "Вот я 2 года учил язык, и у меня уже вот такой уровень". Но на самом деле все равно никуда не девается правило: количество переходит в качество. То есть вам нужно большое количество часов, чтобы достичь такого результата. И, как правильно заметили, скоро ученик превзойдет своего учителя. Я тоже чувствую угрозу какую-то со стороны Эндрю, я вам честно признаюсь. Мне тоже кажется иногда, что он однажды заговорит лучше, чем я. Ну Ну, ладно. скорее всего, нет. Но было бы интересно. Да, ты просто реалист, да. Да. Так, все, выходим на нашу дорожку нашего диалога. Мгм. Расскажи, пожалуйста, почему ты начал изучать русский язык? Вот так. Почему? Это хороший вопрос. Потому что, в принципе, без причин. Мне было скучно 2 года назад, во Кстати, время расскажи, отпуска. пожалуйста. Да-да-да-да-да. Во время отпуска в Далласе, город США, для тех, кто не знает, не знаю. И да, моя подруга сказала мне, что она изучает русский язык. Я думал, было бы круто. И в то время одновременно мои друзья придумали план. Все из нас выучить иностранный язык, чтобы путешествовать вместе. Мгм. И Извини, пожалуйста, перебью тебя. Извините, просто буду ничего. перебивать интересными вопросами. До этого ты изучал уже какой-то иностранный язык? Изучал, да. В гимназии изучал испанский язык в течение 2 года, и не получилось ничего. Мгм. И до этого изучал иврит в течение лет 8 или 9. И Мгм. у меня получилось в то время, но уже совсем забыл то, что я изучал, к сожалению. Поэтому Мгм. тогда, когда я начал изучать русский, в принципе, я говорил только на английском. Прекрасно Мгм. говорил и говорю, наверное, но, Большой но опыт, да? да-да-да, был большой опыт, но единственный язык, Мгм. на Мгм. котором я говорил. Да. В общем, вы с друзьями поспорили, так сказать, кто первый выучит какой-нибудь иностранный язык. Идея в том, что мы изучаем вместе, и после, месяца 3 Мгм. я был один, Да? единственный изучающий Даже иностранный язык. сейчас твои Но друзья не сейчас вдохновились? один из моих друзей изучает корейский, не Мгм. очень серьезный, то есть мы 5 часов в день, Мгм. но, наверное, на Duolingo или что-то похожее. Мгм. И другая подруга изучает немецкий язык, но она не была в этой группе а, Мгм. путешественники. Мгм. Ты планируешь вообще путешествие в Россию-то, раз уж ты выучил на таком уровне русский язык? Именно в Россию, у меня есть американский паспорт, а, поэтому Да. сложный путь, наверное. Ам, Но, может быть, однажды. Сейчас у меня нет планов. Ам, Да. Мгм.
Американский паспорт, а там тоже написано Андрей Погодский? Нет. Нет? Ну Да, вот, все я на английском. сразу раскрыла эту загадку. Настоящее имя Андрея не Андрей Погодский на самом деле. Да. Это псевдоним, который мы ему сочинили, Мгм. вот, чтобы достичь, приблизиться к шпионскому уровню русского языка. Да, именно Вот. он. Мгм. Да, кстати, о твоих целях я вспомнила, когда говорила о шпионском уровне. Какие у тебя цели были в самом начале изучения? Ставил М, какой-то порог для себя? Думаю, что в то время, когда я начал, моя единственная цель была то, что могу ли я думать на иностранном языке, потому что в то время я думал, что было бы здорово, если Мгм. могу это делать. Ам, И выполнил цель, это правильно? Достиг этой цели. Достиг, да. Мгм. А, Уже галочку ставил, Да, галочка поставил, есть, точно. И сейчас у тебя уже другие цели, правильно? да. Поделишься? Ну, сдать C1, ам, этот экзамен, это моя главная цель. По крайней мере, в этом году. Мгм. Ам, В будущем не знаю, но это моя главная цель, Мгм. к которой я сейчас стремлюсь. Да, да. И, какое-то время назад, несколько месяцев, наверное, назад, ты пришел ко мне. Ам, и сразу скажу, что с Эндрю мы занимаемся не общим русским языком, а именно произношением. И как раз в тему комментарий. Хорошее произношение. Ну, Да, спасибо. друзья, да, спасибо. Действительно хорошее. Но давай вернемся вот туда, на несколько месяцев назад, когда ты решил заниматься фонетикой вот так регулярно, 1,5 часа в неделю с преподавателем. Мгм. Что тобой двигало? Почему тебе это вдруг стало интересно? М, В принципе, ты мог выучить язык самостоятельно, что ты и делаешь сейчас, используя разные ресурсы. Да, я думаю, что, ну, в то время и сейчас я просто хочу звучать, ну, хорошо, в принципе. И да, поэтому из-за того, ну, благодаря тому, что это мое хобби, и я делаю это для развлечения, Мгм. я думал, что, ну, было бы здорово а, заниматься немного фонетикой. Мгм. То есть, вот эта вся история про шпионский уровень пришла уже потом, да? Во Да-да-да, время? Ну да. ладно. Я думала, ты сразу пришел готовиться. Нет, нет. Окей. Так, ну что еще вот про фонетику спросить? Может, сразу я тут нашла аудиозапись. Да, ты нашла. Ну, я не буду использовать те видео, которые ты мне вчера послал. Я Круто, нашла спасибо. другую аудиозапись, Окей. не менее классную. В общем, сейчас попробую воспроизвести. Это одна из первых домашек Эндрю, на наших фонетических занятиях. Ты там, по-моему, читал какой-то текст. Мы с тобой делали shadowing. Это самый первый shadowing. Мгм. Вот, и ты до этого немножко потренировался, но, в принципе, это самая вот первая запись. Сейчас ее включу, вот так поднесу к микрофону. Надеюсь, что будет слышно. Слышно. Приветствую вас, мои славные друзья! Сегодня мы с вами поговорим о книгах. И в частности, я поделюсь своими размышлениями, идеями, мыслями, которые появились у меня за мой достаточно продолжительный опыт чтения. Но, прежде чем говорить о чтении, да и вообще
о любой другой сфере. Сперва следует сказать о масштабах. Дело в том, что любая сфера жизни и, в особенности, новая сфера жизни требует понимания неких первичных объемов, неких базовых цифр. Идеальное произношение, по-моему. Пришел ко мне просто сразу с идеальным. Ну, Нет кстати, записей. неплохое. Неплохое. Как диктор на радио, ты видишь? То есть сразу пришел диктором ко мне. Мгм. Ну, какие у тебя ощущения? Есть прогресс? Как ты- Есть, Есть? да. Ну, до того Слушай. момента, когда мы начали заниматься фонетикой, я не знал про правила, Мгм. связанные с фонетикой. Поэтому, да, сделать вместо сделать, например, Мгм. очень Мгм. базовый, фундаментальная часть Мгм. фонетики. Ты Поэтому... имеешь в виду, что делать это было бы ошибкой, Мгм. а сделать это... Мгм. Да, Мгм. как пишется это слово, но Да. Читать, произносится как по-другому. пишется, у нас не работает, это точно. А у тебя было какое-то такое открытие во время наших занятий? Ну, было, я знаю, ты писал иногда. Это новый мир. Да-да-да, я постоянно говорю, что я нашел новый мир, Мгм. но сейчас ничего не приходит ко мне, поэтому Ага, сейчас сразу извини. не приходит. Ну, если придет, скажешь, поделишься. Да, скажу. Так, ну еще один вопрос про фонетику тогда. А какое фонетическое упражнение тебе не нравится больше всего? Не нравится. Вот его Мне тебе нравится. не очень приятно делать из тех, что мы с тобой делаем. Наверное, слышу себя. Мгм. Это, да, мой главный враг, наверное. Мгм. Я ненавижу слышать себя, Мгм. потому что я слышу каждую ошибку, которую я совершил. И, конечно, это суть этого. Но все-таки это ужасно. Неприятно. Да, неприятно. Но тот факт, что ты слышишь сейчас свои ошибки, шероховатости в произношении, это очень крутой результат, на мой взгляд. То есть сейчас, мне кажется, я уже даже тебя могу не исправлять, я просто даю тебе послушать твою запись, и ты сам можешь мне сказать, где там мягкий, где твердый, где мягкие улетели. Постоянно улетели. Да, постоянно улетают куда-то. Вот, и это уже классный результат, да. Но это не нравится. А какое упражнение самое эффективное? Есть какое-нибудь? М, Не знаю, на самом деле. Я думаю, что, ну, про эффективность я не знаю точно, но мне больше всего нравятся стихи. Стихи? Есть скороговорка. Нет, Ага. да? Скороговорки. Скороговорки, да. Да, серьезно, это для тебя приятное упражнение? Да. Вот это Карлу Клары, Мгм. четверг 4 числа. Именно он. Окей, здорово знать. Ну, все, тогда в следующую пятницу Да. жди очередную Ну, порцию. по эффективности я не знаю, но мне Мгм. нравится Мгм. он. Ну да, эффективность трудно отследить вот прямо сейчас. Это да. Так, ну ладно, про фонетику поговорили. У меня тут такое огромное количество вопросов к тебе. Кстати, друзья, если у вас есть вопросы к Эндрю, вы, пожалуйста, задавайте их в чате, окей? И мы, наверное, ближе к концу на них ответим или прямо во время эфира. Вот вижу последний комментарий. Как Мария серьезно отнеслась к качеству звука. Спасибо, что вы заметили.
Спасибо, да, действительно. Мы тут с Эндрю вообще оба сидим, как будто в радиостудии какой-то. Да, Посмотрите, и у Эндрю качество звука, и у меня. Да, друзья, да. у меня тоже Растем, есть. развиваемся. Так, расскажи, пожалуйста, с чего начинается твой день? Ну, просыпаюсь, Так. встаю, Мгм. гуляю, слушаю подкаст, наверное. Вот, да, я к этому и веду, конечно же. Да. Расскажи про свои ритуалы ежедневные в изучении русского языка. Но дело в том, что я работаю дома, поэтому у меня есть много свободных времен. Нет, свободного Свободного времени. времени. Мгм. Да, свободного времени. Поэтому, да, я, в принципе, постоянно погружаюсь в русский язык. Или Мгм. насколько, как можно больше, в принципе. Поэтому, да, я гуляю часто и практически всегда слушаю подкаст во время Мгм. этого. И кроме этого занимаюсь флеш-карточками, очень Это что по-русски. значит? Ну, это значит, что я провожу время в программе называется Anki. Мгм. К сожалению, провожу время Проживаю там, там свою жизнь. да. И кроме этого, я говорю с тобой, говорю с несколькими другими преподавателями Мгм. и слушаю, читаю на русском, Мгм. соответственно, Мгм. Мгм. Вот естественно. как раз я хотела тебя спросить, как же ты окружаешь себя русским языком, живя не в России и, в принципе, в твоем окружении? Насколько я помню, ты говорил, кто-то русский есть, но какой-то преподаватель, да, там Да, есть на курсах? преподавательница, Мгм. скорее, в моем городе, и я, ну, да, это маленькая часть моего изучения. Но про твой вопрос, я, ну, в этом году особенно, я хотел бы читать только на русском и как Мгм. можно больше, потому что один из моих других хобби — это чтение. И в прошлом году я читал слишком много на английском. Мгм. Поэтому в этом году я поставил цель себе читать как можно больше на русском. Поэтому это, ну, очень эффективный способ. Мгм. Ам, И кроме этого я смотрю YouTube на русском Мгм. языке, конечно. Мгм. Мгм. Слушаю подкасты на русском. Ну и вот, да. Да, вот. Что читаешь и что слушаешь, смотришь, если не секрет? Поделись чем-нибудь Ам, из последнего. Ну, чтение я очень случайно выбираю книги на русском, на самом деле. Мгм. На английском у меня есть жанры, которые мне очень нравятся, и на русском, ну, я более-менее случайно выбираю книги. Мгм. Ам, Поэтому я только что начал читать а, автостопом, боже, как это, я уже забыл, как это по-русски, Мгм. автостопом по галактике или что-то. Мгм. 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 Ам, Да, вчера Окей. начал. Окей. Читать. А смотреть, слушать? Слушать политику. Ам, Подкасты политические, да? да, подкасты Мгм. про политику. Ам, И на Ютубе
ну, в принципе, развлекательные контенты. Про То, что я... политику. Нет, на Ютубе это просто развлекательнее, более-менее бессмысленные контенты. Мгм. И сериал называется «Анна Детектив». Мне очень Точно. нравится. Мгм. Сейчас Мгм. смотрю. Очень классный сериал. Рекомендую Мгм. всем. Мгм. Короче, вот, ребята, берите на вооружение. Можно всегда окружить себя языком, даже если вы живете в другой стране, не в стране изучаемого языка. Всегда можно что-то послушать, посмотреть, почитать. Всегда это можно найти. Я знаю, что ты сейчас читаешь книжку о видах глагола. Да. Мое новое учебное пособие. Настольная книга, можно сказать. Да-да-да. Пока что мне очень нравится эта книга, Мгм. несмотря на то, что я прочитал страниц 40 Мгм. или где-то там. Ам, Да, это мое первое грамматическое учебное пособие. Мгм. И мне, в принципе, нравится. Мгм. А чем она тебе нравится? Что ты там такого интересного прочитал? Ам, Ну, во-первых, я думаю, что просто круто читать на русском. Вот, да, вот оно, это отношение. Да-да-да, Мне кажется, в этом весь секрет. да. Ам, И а, я уже 2 года изучаю, да. Поэтому совершенный и несовершенный вид знакомый, да. Но я еще не знаю тонкостей этой системы. Ам, И я думаю, что это очень крутая вещь русского языка. Мгм. Поэтому было бы круто освоить Да, его. да, да. Крутая, уникальная вещь. Как раз после этого эфира я собираюсь смотреть следующую лекцию на тему «Виды в четырехмерном пространстве». Что-то мозговыносящее. Вот, но я потом с тобой лично секретами поделюсь, конечно. Только с Эндрю Спасибо. поделюсь. Спасибо. Да. Так, забыла, что я хотела тебя спросить, дальше, но у нас есть вопросы в чате. Давай Окей. к ним обратимся. Начну с последнего. Есть ли у тебя любимая скороговорка? 33 корабля. Мне очень нравится. Ну-ка, Это что там дальше? скороговорка, потому что я все еще не могу правильно произносить ее. Поэтому, да, мне... Попробуешь? Ну, Ну, давай. ну давай. Окей. 33 корабля лавировали, да так и не вылавировали. Вылавировали. Это Мгм. кошмарное слово. Но у тебя получается, у тебя получается. Да Как так тебе? и не вылавировали, не вылавировали, не вылавировали. 3 раза уже забыл. Да, там 3 раза, чтобы совсем так добить, Мгм. человека. Вот. Да. Так, ну ладно, любимая скороговорка есть. Вот еще вопрос. Ну-ка. Сколько времени в день уделяешь произношению в среднем? Ам, Наверное, 15, но мне нужно 15 минут. часов? Нет. Минут. Я с надеждой, сказала просто, ну ладно. Да. 15 минут? Серьезно, каждый день ты занимаешься до сих пор? Я помню, в начале ты В занимался среднем. каждый день. Я прям помню, я давала тебе задание каждый день мне присылать аудио, и Мгм. ты каждый день присылал. Да. Сейчас, ну, Да, сейчас другая история. Но да, другая жизнь, другие цели поставлены. именно Вот. Ну, 15 минут. Ну, а в начале сколько времени ты уделял этому?
И вообще, М, как по твоим ощущениям, сколько этому нужно уделять времени? Вот одно занятие в неделю это достаточно, как ты считаешь? На второй вопрос я не знаю, как отвечаю, М. но на первый вопрос я бы ответил, что я начал говорить в первый день моего изучения, Мгм. и я думаю, что это не очень хорошо, потому что в то время, ну, ты слушала уже запись от 5 месяцев Мгм. назад, Мгм. ам, и в то время я так себе произносил. Но когда я начал, ну, такого «здрасте» бывало. Поэтому я думаю, что если ты а, подождешь немного перед тем, как начинаешь говорить вслух, Мгм. произносить слова, это полезное. Можешь пояснить, ты имеешь в виду, думать, прежде чем говорить? Типа, Нет, не говори быстрее или ну да, сначала? конечно, но я имел в виду, изучаешь в течение, год или что-то перед тем, как начинаешь говорить, если твоя цель, звучит очень хорошо. И Мгм. я не скажу, что я звучу очень хорошо, Мгм. поэтому, конечно же, я Мгм. не эксперт в этой Мне сфере. кажется, самокритичность будет один из твоих советов сегодня. Будьте критичны сами к себе. Так, что ты хотела прокомментировать? Это очень интересное наблюдение, кстати, совет с твоей стороны и неожиданное. Это не А, мое, да? да. А чье? Есть способ изучения языка, Мгм. изучение иностранных языков, называется Refold. Мгм. И там рассказывается о том, что если ты уже понимаешь на очень высоком уровне, Мгм. ам, то произношение и говорение намного легче для вас, потому что для тебя, извини, потому что ты уже, ну, наверное, можешь расслышать а, тонкости Мгм. изучаемого языка. Мгм. Это очень интересно, потому что это идет в противоречие, вразрез с, например, коммуникативным подходом, Мгм. что сейчас тоже очень популярно, когда, например, рекламируют какие-то языковые курсы. Первая фраза — это «Вы заговорите в первый день». Вот в первый день вы должны заговорить, да? Да. А здесь, так называемый Refold Gang говорит о том, что, нужно немножко набраться терпения, может быть, и расслабиться, Мгм. послушать, впасть в детство такое, представить, как будто бы это ваш первый язык, и вы просто Мгм. сейчас, месячный ребеночек, и вы просто слышите, 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 но говорить пока еще не можете, Мгм. да. Вот. В принципе, я с этим согласна. И, когда однажды я создам свой, великий курс Sound Like Russian полный, мне кажется, там как раз первые несколько, не знаю, блоков будут просто на аудирование. Это была бы хорошая идея. Мгм. Да. Так, а какой был вопрос-то у нас с тобой? На какой вопрос ты отвечал? Не помню. На первый? Первый вопрос. Да, Хорошо. уже забыл. Так, друзья, если что, вы нам напоминаете, что это был за вопрос, а то мы можем уйти куда-то не туда. А я нашла следующий вопрос. Помогает ли письмо
усваивать лексику. Вот про общий совет изучающим язык мы поговорим чуть попозже, а вот сейчас давай про письмо. Помогает ли письмо усваивать новую лексику, запоминать лексику? Совсем не знаю, потому что я в первый раз писал, я выразил даже себя в первый раз вчера на русском языке, то есть вел дневник. Ага. В первый раз было вчера, поэтому у меня нет советов в этой сфере. Вчера ты вел дневник, но до этого ты еще писал письмо, которое мы вчера как раз с тобой разбирали. Твое первое, наверное, да? Да, когда я попробовал C1 экзамен, ты имеешь в виду? Да, окей. Я в то время, 2 недели назад, я писал несколько эссе. И да, поэтому я вообще не пишу на русском языке. Поэтому, да, у меня нет советов. Ну, а как ощущения были от письма? Ощущение было, хорошо, в принципе. Не знаю. Это было после 2 лет изучения, поэтому я более-менее свободно выражаю себя, особенно тогда, когда у меня есть время думать. Поэтому было здорово, но именно про то, помогает ли тебе в изучении иностранных языков, я не знаю. Люди говорят, что помогает. Да, люди говорят, что помогает. Да. Говорят, что нужно заниматься всеми видами речевой деятельности. И писать в том числе, да. И читать, и слушать, и говорить, и писать в том числе. Логично. Есть люди, которым прям необходимо писать. Я знаю людей, которые постоянно конспектируют, постоянно пишут какие-то заметки, иначе они просто не могут запомнить информацию. Если вы такой человек, то вам точно надо писать по-русски. Да, я не такой. Да, Эндрю не такой. Эндрю у нас Refold Gang. Да. Слушает и ждет. Да. Мои друзья. Следующий вопрос. Самая сложная тема в русском языке. Зависит от уровня, я думаю. Потому что в начале, наверное, весь первый год моего изучения более-менее не понимал падежи. Поэтому Не понимал или не мог запомнить их? и то, и другое. Если я люблю тебя, окей, норм. Но после этого этапа, то да, мое понимание падежей было не очень высококачественное, скажем так. Поэтому, да, падежи очень сложная тема. Но после того, как они имели значение в моей голове, то, наверное, я думаю, что чтение вообще просто как сфера жизни. Чтение очень сложное в русском языке. Наверное, ты имеешь в виду лексические значения, да? Да, я думаю, что когда читаю на русском языке, язык отличается сильно от
того, что я слушаю и смотрю, Мгм. причастие, например. Да, Ам, письменный язык — это вообще другой язык. Да-да-да, Да. другой язык. И поэтому я думаю, что понимание этого теперь мой главный враг. Да. Я думала, ты скажешь виды. Ну, Виды тоже. виды сложные, да, конечно, но мне нравятся они, Нравится поэтому некоторые. Да, да. интересная штука, правда. Следующий вопрос. А что вам особенно нравится в русском языке? Но ты знаешь, что я люблю играть, когда мы говорим про порядок слов, потому что у нас нет, в принципе, свободы в английском языке, Мгм. порядках слов, В порядке слов. порядки слов. Мгм. Поэтому я сейчас постоянно Ты отыгрываешься просто делаю... за всю жизнь Да-да-да. на русском языке, да. Я очень люблю получать сообщения от Эндрю, потому что, там, такая, ну, игра, в общем, да, игра слов. Он Да. постоянно играется с порядком слов, переставляет слова местами. Иногда это получается очень в точку, иногда это получается смешно и комично. Ну, в принципе, я так понимаю, Андрей так и И хочет. ерунда. А иногда немножко, да. Ну, я всегда вроде понимала, что ты хотел сказать, тем не М, менее. Здорово, что у тебя есть такой живой, творческий интерес к языку. То есть ты мгм, хочешь, сам что-то попробовать этакое в языке. мгм. Вот. Так, порядок слов свободный. Ну, не очень свободный на самом деле порядок слов у нас, но тем не менее нравится тебе. Что-нибудь еще, что тебе нравится в русском языке? Ам, Мне нравится звук этого языка. Мгм. Я думаю, что очень красивый. Ам, Особенно после того, как мог понимать его. Мгм. Ам, Да. Наверное, мягкость. э, Мягкость? Да, мне Ты очень сейчас нравится. сказал, что русский язык мягкий язык. Ну, именно тогда, когда у нас есть мягкий знак. Э, Но он, конечно, не всегда твердый. Бывает. Ам, Мягкие согласные имеешь в виду, тебе нравится вот это Да-да-да. наличие. Ага. Да, я думаю, что это очень красивый. Мгм. Ну да, красиво и, наверное, необычно. Ну, не наверное, а точно. Когда я пытаюсь говорить на английском, моя вся русскость выходит наружу. И в форме конструкций таких совсем русских, Да. вот, и в форме какой-нибудь мягкости неожиданной, где-то всплывающей. Вот. Андрей об этом знает, потому что, Андрей мой тьютор по американскому английскому. Вот. И он Да. теперь, с точки зрения преподавателя может уже понять, насколько сложно освоить фонетику другого языка и структуру другого языка, вообще Мгм. систему другого языка. Да. Вот. Прекрасно Да, понимаю да. сложности. Теперь так. Ты тоже можешь глянуть, комментарии, если вдруг Окей. чтобы поднять себе настроение, во-первых. И если вдруг я забыла про какие-то вопросы тоже. Сейчас посмотрю. В свой блокнотик. Так, ну вроде все такое основное мы обсудили. Ну-ка. Ой. Тебе там все привет передают. Письмо помогает мне запомнить новые слова. Было интересно, происходит ли то же самое с другими людьми. Ну, определенно происходит с другими людьми, но не факт, что с Эндрю. С Эндрю Ну, может работает быть, я такой человек и просто не знаю об просто я этом. не пишу. Мгм. Да. А как ты запоминаешь новые слова? А, Ну, Анки? да, занимаюсь флеш-карточками, но я начал заниматься днем
только 1,5 месяца назад. Мгм. И до этого момента я вообще не знал, как я узнал новые Ну, слова. слушай, у нас с тобой была таблица, помнишь? Да. Ну, даже до этого момента, потому что Мгм. мы уже говорили на русском языке перед тем, Мгм. как я начал это делать. Мгм. Поэтому, да, не знаю. Яндекс Чудо какое-то переводчик, просто. наверное. Яндекс.Переводчик. Да. Так, ну что, давайте таки попросим Андрея дать нам, 3 главных совета людям, которые изучают русский язык. Итак, все внимательно слушаем, берем ручки, записываем. И для наших добрых зрителей, Мария сказала мне вчера, что мне нужно придумать 3 совета, и я совсем забыл об этом. Поэтому сейчас, наверное, погрузиться в русский язык как можно больше. Это самое... Ага, первый совет, да? Да-да-да. Погрузиться. Ой, подождите-ка, я запишу даже. В Погрузить. правильный, грамотный русский язык. В грамотный и, наверное, аутентичный. Если То хотите. есть в язык носителей, Мгм. да? Погрузиться в грамотный, аутентичный русский язык. Так? Это самая важная часть, я думаю. И обращайте внимание на виды глаголов. Серьезно? Серьезно, да, я думаю, что это важно. То есть И- второй совет, серьезно, я вот пишу. Обращайте внимание на виды глаголов. Да. И Хорошо. подожди. Да, второй пункт тоже. в Виды, этом. падежи. Что значит обращать внимание? Тогда, когда ты видишь какой-то глагол, это совершенный и несовершенный. Важно знать. Мгм. Но я бы еще добавила, важно не только знать, даже тут не важна терминология в нашем с вами Да. случае. Тут важно понимать, а почему носитель языка выбрал совершенный вид или несовершенный вид, почему он так сказал. Можно ли сказать по-другому, какой там есть смысл? Проблема в том, что для иностранцев первый шаг – это определение этого Мгм. слова, Мгм. потому что, в первый год моего изучения, наверное, знать, узнать, узнавать, познать, осознать. Все это Подожди, это просто... уже глаголы с приставками пошли у Да, тебя. но несколько из Там них вторичный, несовершенный, ты уже все сюда. совершенные и несколько из них несовершенные. Мгм. И это очень фундаментальная часть этого языка, чтобы Мгм. понимать, людей, в принципе. Да, и чтобы Эм, уметь себя выражать тоже. Да, поэтому, Мгм. как можно раньше, наверное, освоить. По крайней мере, я могу знать, это совершенный вид, и это несовершенный вид. Это Мгм. важная Мгм. часть, Мгм. по-моему. Окей. Третий? Третий. Эм, Читать, Читать да, по-русски. естественно. Окей, а это не относится к первому пункту погрузиться в грамотный, аутентичный русский язык? Очень близко относится, да. Но нет. Но не совсем. Погрузиться можно слушать и другие вещи, то, что тебе нравится, но я думаю, что чтение – это необходимо для Мгм. изучающих. Окей, запишем. Читать по-русски.
Ну, читать русскую литературу. Ну, литература — это уже другое дело. Просто Наверное. читать. Да. Да. Ну, вот вам пишет друг по-русски, читайте его сообщения, да? Мгм. Или Мгм. новости, или, Новости читайте. не знаю, книги, конечно, блоги. Мгм. Блоги. Тогда просто читать по-русски. А я думала, еще что-нибудь будет про произношение. Ну, хотя ты уже очень хороший совет дал. ам, Немножко послушать, впитать в себя мелодию языка, а потом как выдать. Да, ну, дело в том, что я далеко от эксперта по поводу произношения, поэтому я не чувствую себя экспертом, э, А чтобы, зря. чтобы, с- чтобы рекомендовать Мгм. Но другим. здесь не нужно быть экспертом, во-первых, потому что ты студент, и ты вот в своей роли, ты уже что-то можешь посоветовать, мне кажется. А во-вторых, ну, ты самокритичен, как я уже отметила раньше, но на самом деле, как я тебе уже и говорила, даже первые твои аудиозаписи очень неплохого уровня, очень достойного уровня. Спасибо. Вот, я тебя Спасибо. прекрасно понимала. Пожалуйста. Вот. Кстати, скоро, на следующей неделе, выйдет видео. Как раз вот готовилась к нему до нашего эфира и буду записывать завтра. Видео об американском акценте. О том, какие Мой? ошибки делают... Нет, нет, слава богу, на твою удачу у меня уже был опыт работы с американцами. Вот. Это были мои первые группы. И Мгм. я там наслушалась достаточно, чтобы выделить несколько характеристик отличительных. Это расскажу вам совсем скоро. Так, 3 совета погрузиться в грамотный, аутентичный русский язык, обращать внимание на виды и падежи. Ну, хороший совет, кстати, обращать внимание. Не Спасибо. игнорируйте, скажем так. Они есть. И читать по-русски. Читать по-русски. Кстати, наверное, скоро соберемся с вами на прямой эфир почитать по-русски. Да? На следующей Давайте-ка. недельке или через неделю. Давайте-ка соберемся. Сейчас еще тут несколько комментариев. Посмотрим. У Андрея все хорошо, он способен понять вопрос и быстро ответить. Согласна. Я считаю, это успех. Спасибо. Да, да. Андрей способен. Вот же 3 совета, вот они. Погрузиться, расслабиться и получать удовольствие. Да-да-да. Точно, точно. С Да. языка сняли. Отличная идея. Да. С русским языком только так. Итак, иногда очень важно знать, как используются глаголы. Иногда они в основном используются, например, как причастие. А что вы здесь имеете в виду, Ларс? Вы имеете в виду, что причастие — это глагольная форма? Наверное, да? Я так поняла. Ну-ка. Может, Эндрю 3 совета озвучит на английском? Вот и все. Вот и Э, остался русский язык где-то на задворках. Я бы сказал, родиться в англоговорящих странах. Это мой первый совет. Ты имеешь в виду, это совет для тех, кто хочет, изучать английский язык, Да, да? родиться в США — это отличный выбор. Да, кстати, вообще это хороший совет. То же Да. самое про Россию можно было сказать. Мгм. Первый совет изучающим русский язык: родитесь на территории Российской Федерации. Выучите на раз-два просто. Да. А, но мне кажется, что автор этого вопроса хотел от тебя послушать английскую речь. Вот в чем дело. Правильно я поняла? Извините. Может, Эндрю 3 совета озвучит на английском? То есть хотят люди, чтобы Могу. ты на английском. Я поняла, просто люди не верят, что ты из Америки. Oh, I Они mean, yeah, I думают, can speak что... in English with a perfect American accent or whatever. Вот, да. Да. Убедились, друзья?
Да. Вот так. Это не подстроено, это правда американец. Вот. Так, если про глаголы и причастие мы ответили. Друзья, последний шанс написать свой вопрос в чат, потому что, мне кажется, мы скоро будем уже сворачиваться, заканчивать. Спасибо, что пришли. Скажу сразу, пока все еще здесь. Так, я вот пролистываю в самое начало, там столько «Привет-привет, мы вас поддерживаем». Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Эндрю, может быть, ты хочешь что-нибудь сказать? Может, у тебя что-то наболело, накипело? Ну, спасибо за то, что вы приходили к нам в гости. Угу. Пришли к нам в гости, имеешь в виду, да? Наверное. Потому что вот как раз виды, здравствуйте, обращайте внимание на виды. Ну, глаголы движения – это уже другой вопрос. Я избегаю, избежаю. Избегаю. Ну, и то, и Глаголов другое, наверное. движения? Да. Это твой 4-й совет. Избегайте глаголов движения. Да. Я иду, вот и все. Да. Мгм. Да. Кстати, можно я сформулирую совет за Эндрю? Ну, обращайте внимание на виды и читайте это все, да, но еще раз сделаю акцент на том, о чем говорила в самом начале. Количество переходит в качество. Особенно я адресую эту мысль тем студентам, которые ходят на занятия 1 раз в неделю, например, 1 час в неделю изучают русский язык и уверены, что после того, как они заплатили преподавателю, они купили результат какой-то. И этот результат у них уже в И кармане. это правда. И это правда так работает, я даже знаю по себе. Да. Когда я делаю оплату, мне кажется, что все, результат в кармане. Но на самом деле это так не работает. Нужны часы чтения, смотрения, говорения и так далее. И как правильно подмечают наши подписчики, только дурак не боится глагола движения. Да. Это правда. Это правда. Да. Я имею в виду, что определенный глагол используется в основном как причастие. Например, заласкать используется в основном как заласкан. Угу. Ну, вы тут интересную тему поднимаете, частотности использования разных форм. Да, правда. Да. Одна лексическая единица может использоваться очень часто в форме, не знаю, причастия, но гораздо реже в форме глагола. А для того, чтобы узнать, насколько часто используется то или иное слово, нужно учиться на основе аутентичного материала. Вот. Да. В данном случае учебники могут иногда вам сделать нехорошо. Теория хороша, но без практики это все на ветер. Да, именно. Поэтому сейчас идем практиковаться, друзья. Я думаю, вы зарядились, вдохновились. Сейчас все, даже русские люди, которые нас смотрят, пойдут учить русский язык. Вот, все тут нас... Ну, классный язык. Классный язык, да, вообще. Я балдею с периодичностью, ну, очень часто. Удивляюсь сама, на каком языке я говорю. Спасибо, спасибо. Тут вот нам пишут спасибо, спасибо. И вам спасибо, друзья. Эндрю, благодарность. Хорошего дня. Хорошего дня. Вот. Но мы с тобой еще не прощаемся, потому что когда я нажму кнопочку «Закончить эфир», наши зрители расходятся пить чай и отдыхать, а мы с тобой, ну, там еще поболтаем в кулуарах. Вот. Все, друзья, было очень интересно. О, приглашайте Эндрю еще. Да, господи, хоть каждую неделю. Мы можем вообще... Новый подкаст.
Да, мы можем вообще наш урок вынести на лайвстрим, знаете? Мне сейчас в голову такая идея пришла. Но это мне надо спросить у Эндрю, я не могу одна. Да. Ну, Пока. об этом не знаю. Да. В общем, мы сейчас пойдем думать о моих идеях. Всем спасибо за вечер, за вопросы и комментарии. Если у вас еще остались вопросы, пишите в комментариях под видео. Что такое? Подкаст. Все, Андрей. Да. Ну, я просто смеюсь над этим. А вот не надо смеяться. Возможно. Возможно. Бог Все, знает. друзья. Бог знает, да. Сейчас спросим у него. Все, вот теперь точно все. Прощаюсь с вами. Спасибо. Пока-пока. Пока.